нарезала траву и только тогда иду в курятник, потому что индюки просто требуют траву. И смотреть на то, что индюки сидят мои без травы, я не могу. Поэтому сначала нарезаю траву и только потом захожу уже в курятник и делаю обзор. Это уже несу, конечно, вторую порцию. Это уже несу цыплятам. Индюки уже доедают полное ведро травы. Покажу вам, там уже вообще нету в ведре. Съедают просто за 5 минут. Ну, а это несу цыплятам, курочкам. Это так, чтобы они подождали, пока я им принесу, накошу побольше травы. Конечно, я своим курочкам летом стараюсь полностью устелить весь вольер травой, чтобы им хватило надолго. Ну и, конечно же, в первую очередь меняю воду. Чистая вода, холодная, особенно в жару, это очень важно. Для тех, кто не знает, куры у меня живут на даче сами. И я приезжаю к ним раз в несколько дней. И в каждом своем видео показываю все, что я делаю, когда я приезжаю. И вот так вот я сейчас только приехала и сразу вам показываю все, что я здесь делаю. Ну вот, а сейчас несу уже траву. Чистая вода уже стоит. Вода – это обязательное условие в жаркое лето. Птице тоже очень трудно в жару, не только людям. А теперь вот ящик. В ящике у нас кирпич, чтобы не переворачивали ящик. И вот так вот я насыпаю им побольше травы. Это именно та трава, которую они съедят полностью. То есть это я нарезала ножом. Здесь съестся вся трава полностью они все съедают. А уже когда я освобожусь, то я накошу им много травы. Это будет трава уже на длительный период, на тот период, пока меня здесь не будет, когда я уеду, чтобы у них тоже была трава. Здесь у меня разнотравье, здесь листики одуванчика, просто травы, клевер, люцерна, здесь еще крапива. В общем, все, что растет сейчас зеленое, вот самое вот такое сочное, желательно я все это рву в ведро и ножом острым нарезаю. Сейчас это очень важно, потому что цыплята сейчас у нас должны все занестись. Здесь сейчас у меня такой возраст, который вот-вот-вот будут давать мне яйцо. И несмотря, и все время я даю своим цыплятам вот такие сочные корма, для того, чтобы побыстрее формировалось яйцо. Побыстрее нам цыплята дали первое яйцо. Это все очень-очень хорошо сказывается на яйценоскости. Поэтому, приезжая, это самое первое мое занятие, которое я должна сделать. Это налить чистую воду и дать своим курочкам и цыплятам зеленую траву. А потом все остальные действия в курятнике — это уборка, чистка, замена подстилки, насыпание корма. Это все будет потом. Сначала делаю самое важное. Вот я приехала, смотрите, я вам сейчас покажу. Зерносмесь в бункерной кормушке есть.
я насыпаю полные бункерные кормушки и знаю, насколько из опыта, опять же из опыта, знаю, сколько зерносмеси нужно моим курочкам на дни моего отсутствия. И насыпаю я всегда больше, чем надо, для того, чтобы была подстраховочная зерносмесь в бункерной кормушке. Ну и вот так вот все съедается. И покажу у индюков. Вот индюкам я насыпала полное ведро. И вот пока я делала второе ведро, рвала и нарезала для цыплят, смотрите, уже в этом ведре практически все съедено. Вот. И опять надо идти рвать траву. Это тоже одно из важных условий для того, чтобы птица, в частности индюк, рос здоровый и большой. В первую очередь поменяла воду. Чистая вода у птицы должна быть. Ну и вот зелень. Это первое занятие, которое я делаю, когда я приезжаю сразу. А потом уже все постепенно остальное делаю. Старые куры у меня на данный момент являются кормилицами. Они сейчас дают мне яйцо. И поэтому зелень для них тоже обязательно я даю. Не спешите, не спешите, всем хватит. Вот так вот любит курочка траву, особенно когда она несется. Идемте, я вам насыплю. Идемте, идемте. Вот, рассыпали, все съедается. Это курочки, которые сейчас мне дают яйцо. И вот это вопрос еще о ожирении, зажирении. У моих кур всегда есть зерносмесь в бункерной кормушке. В этой бункерной кормушке у них всегда есть зерно. Поэтому трава и овощи для них очень-очень необходимы. Для того, чтобы не зажирели и хорошо неслись. Хороший петух – это петух, который не кушает, когда кушают его куры. Так раньше определяли хорошего петуха. А петух, который бросался кушать, такого петуха убирали и не оставляли. А петух, который не ест, не кушает, когда кушают курочки, вот это считается хороший петух. Кушайте, кушайте. Вот он, ему хочется, стоит, но не кушает.
хочется, очень. Вы думаете, ему не хочется травы? Вот так определяют хорошего петуха. Еще ни грамма не скушал. А хочется. Стоит. Ждет, пока курочки накушаются. О, смотрите. Смотрите, что это я нашла. Мне кажется, что это не куриное яйцо. Может, это какая-то птичка снеслась? Не знаю. Вот тут лежало. Интересно, чье это яйцо? На куриное не сильно похоже. А может быть и куриное, которое, когда курочка выносится. И уже ремонтанная клубника готова. Уже есть ягода. И она продолжает, смотрите, цвести дальше. Вот цветет. Только куры видят траву, когда я привезла. И все. И начинается движение в курятнике. Все. Все, посмотрите. Это приехала трава. Они все понимают, они все знают. Не выдерживают. Выдержать не могут. Даю, даю. Все, быстренько всем даю, потому что индюки сейчас затопчут всех цыплят. Все, добрались до травы. Там вообще у индюков, смотрите, что творится. Давайте вам поближе покажу. Что тут творится. И цыплята, и индюшата все налетели на траву. И у цыплят, смотрите.
вдоволь травы. Петушкам траву дала, шелковым дала траву. И обратите внимание, съели всю пшеницу. Под лестницей была проросшая пшеница, они ее долго не ели. А теперь все, начали курочки нестись, и они начали ее съедать. Петушки растут. Спрашивали меня про петушков. Петушки здесь сидят отсаженные. Это петушки на мясо. И спрашивали, когда я начинаю убирать петушков. Я смотрю по характеру и по размеру. Начиная с 4 месяцев, самые дрочливые, самые боевые идут в первую очередь. Ну, а потом все остальные постепенно, по мере роста. Вот так вот очень удобно отсаживать петушков, подкармливать их, и потом жалко, но нужно убирать. По-другому кур держать невозможно. Только с таким условием. И с этим нужно смириться. Яблоки в курятнике начали очень быстро укрупняться. Я не знаю, с чем это связано, но вот меня не было 3 дня, яблоки увеличились в 2 раза. Мне так кажется. Очень большие стали. Эта ветка провисла еще больше. Они просто стали еще крупнее. Вот такие вот огромные яблоки стали. А секрет такой яблони в курятнике, наверное, в том, что когда я меняю воду в ведрах, я сливаю все время вот сюда. И, скорее всего, это является секретом таких огромных яблок в курятнике и экстренного роста их.
Яблоня всегда полита и еще и удобрена.